Всех приветствую. Продолжаем наш обзор мода по моду тепло и климат. Да, я вот в прошлый раз рассказывал про воронки, даже не в прошлый раз, а в одной из серий, и забыл упомянуть, да рассказать, что с ними не все так просто. Даже не то, что не все так просто, а некоторые их особенности. Я немного простоволосился, и воронки можно, соответственно, все переворачивать. То есть вот так вот, правой кнопкой мыши, кликая с гаечным ключом. И вот она перевернулась. Вот они крутятся влево-вправо. А теперь перевернулась. И так вот со всеми воронками из этого мода. За исключением двух. Первая загрузочная, фильтровочная, вот она. Загрузочная воронка соединительного фильтра. Сейчас мы о ней поговорим, соответственно. И, соответственно, еще одна воронка, которую вы видели в выпуске микробы и вот эти бактерии. Молочная. Вот она, жидкостная. Ну, я ее называю молочная, потому что я ее молоко собираю при помощи нее. Делается она из сундука и 5 мельхиоровых слитков серебра. Мельхиоровые слитки серебра вы можете чаще всего найти бесплатно в мельницах. И также можете их сами сделать. В принципе, они еще попадаются и у торговцев, не так часто. Бесплатные. Можно еще у житаков в деревне ее найти, эти самые слиточки. А теперь о этих вороночках. Чем они отличаются? В принципе, они особо ничем не отличаются. Это обычная ванильная, майнкрафтовская, только с фильтром. Вот. Сундук, 5 железных слитков и железные прутья. Или же обычная воронка и прутья. Пропускная способность, один предмет в 4 тика. Далее у нас идет золотая воронка. Золотая воронка у нас делается из обычной воронки и 4 слитков золота. Пропускная способность, один предмет тик. Она без фильтра. Далее идет у нас золотая воронка с фильтром. А, обычная воронка с фильтром и 4 куска железа. Золота, извиняюсь. Или же золотая воронка с железными прутьями для фильтрации. И потом идет у нас компрессионная. Она из себя представляет обычная воронка с стальным шпинделем и 5 серебряными слитками. Извиняюсь за ошибочку. Я еще не проснулся. До сих пор сонный. И вот это вот самое загадочное. Вот ее мы еще и не рассматривали. Фильтр воронка и 4 слитка из нержавеющей стали. Что она из себя делает? Сейчас сразу и посмотрим ее пример действия, как она работает и зачем она, в общем-то, нам нужна. Вот, к примеру, небольшая вот э, поставил вот что-то вроде сортировки. Здесь у меня стоит руды майнкрафтовские ванильные. И что произойдет, если мы сюда положим что-то? Давайте положим то, что у нас уже зарегистрировано. Золотая руда. Вот она, золотая руда, и идет она у нас уже вниз. Она отсеивается. А всего того, что у нас там нету, соответственно, будет попадать сюда, в сундук. То есть она будет выплевывать в сторону. Гаечным ключом вы можете покрутить ее, поменять направление, куда она будет выплевывать. Но имейте в виду, она только выплевывает в сундук или же на конвейерную ленту. То есть просто если что-то в нее попадет, она так просто не выплюнет, не захочет. Далее у нас идут молочная воронка, и, как я ее называю, молочная, вообще она жидкостная, и катапульта. Но сейчас давайте рассмотрим тогда, раз уж я упомянул про эту вороночку. Вороночка из себя представляет сбор молока, как я уже говорил, и можно ее обустроить следующим образом. Возьмем, к примеру, забор. Где у нас тут забор? Возьмем дубовый, к примеру. Здесь поставим немножко заборчика. Уйди отсюда, цветочек. И вот так вот мы все это выставляем. Вот он наш заборчик. Вот она наша коровушка. Ставим сюда коровушку. Ставим сюда воронку. Вот так вот. Вот она встала у нас. А теперь мы сюда поставим, к примеру, контейнер IBC. Контейнер IBC из себя представляет обычный
обычную бочку. Но если мы ее поставим, к примеру, под воронкой, давайте посмотрим. Пусто. Вот корова подошла и начали получать сырое молоко. И вот теперь мы поставим снизу контейнер. Вот так вот. И все у нас сюда собирается. Сырое молоко. Сырое молоко, как вы помните, нужно для бактерий. Для получения бактерий, бацилл и получения вот этой вот сыворотки, насколько я помню. Сыворотки и сыра, соответственно. Можно еще и сливки получать. А сливки перегонять уже с этим, с солью и получать йогурт. Или массу, я уже не помню. Вот так вот она работает. Такое вот нехитрое устройство. К ней мы чуть-чуть позже вернемся. Сейчас мы рассмотрим катапульту, что она из себя представляет. Вот она наша катапульта. Рассмотрим ее. Это обычная конвейерная лента, конвейерный пояс и поршень. Вот, один к одному. Она идеально подходит для экономии ленты, что ли. Или как сказать. То есть у вас, к примеру, ограниченное количество ленты. Вы не можете сделать новую, потому что у вас нету слитков. И тогда вот вам приходит на помощь вот этот вот конвейерный пояс. А если говорить точнее, то катапульта. Вот так вот она плюнула, попала на ленту, попала в воронку, и вот она. Все у нас в сундуке находится. Теперь рассмотрим, как это здесь работает. Вот я возьму пакетики, пустые пакетики бумажные для молока, сложу их сюда и посмотрим, как это у нас будет работать. Вот они едут, попадают на катапульту, катапульта их выплевывает, они попадают на другую конвейерную ленту с катапультой, и она дальше выплевывает на молоко, молочную воронку. А дальше у нас заполняется, соответственно, здесь вот пакетики с молоком. Потом они летят через катапульту. Ой, ой. Но если стоять рядом не стоит, потому что сразу подбираете. И вот так вот вы получаете вот пакетики с молоком, которые можете уже потом использовать по своему усмотрению. К примеру, вот так. Взяли, подошли и вот сюда положили. Все. Можете использовать их как ведра для транспортировки молока или других жидкостей. Идеально работает, безотказно. В общем-то, вот такая вот простенькая система. На тот случай, если у вас коровник стоит на улице, а вы не хотите бегать туда-сюда, или там монстры вас пугают, то можете вот такую вот сделать автоматизацию. Да, здесь я использовал вместо забора стеклянный забор из этого мода. Вот так вот он выглядит. Стильный, современный у нас коровник получился. Давайте это все обратно скинем, то, что оно должно было быть здесь. И посмотрим, как она делается. Делается из двух слитков, из 4 слитков алюминия и любого стекла. Абсолютно любое стекло и вот 4 слитка алюминия. Как вот видите. Такой вот незамысловатый рецепт у него создания. Также еще хотелось бы рассмотреть в этом же выпуске. Давайте возьмем зелье. Мне что-то кажется, что здесь чересчур темно. Давайте вот такой возьмем. Молоко уберем, как и контейнер IBC. Далее у нас рассматриваем вот такое вот загадочное устройство RC-генератор. RC-генератор делается из 4 стальных слитков, 2 редстоунов и 3 стальных шпинделей. Что он из себя представляет? Он представляет из себя так, крутящий момент, 128 циклов. Понятно. Он выдает у нас RF-сигнал каждые 128 циклов крутящего момента. Давайте включим наш дизельный двигатель, так как он быстрее всего нам даст нужное количество. И посмотрим, что он сделает. Вот давайте поставим рядом, как она выглядит. Пока она там вращается. Процесс не быстрый. Сейчас повернем вот эту вот. Ко мне передом. Вот, как здесь есть выемка. И надо, чтобы вращалась этот механизм. И вот он. Когда дойдет до красной точечки, вот этой вот, мы получим редстоун сигнал. Сейчас вот он стоит, редстоун сигнал. У меня открыты двери. То есть я их ставлю, они сразу открыты. Нет, это закрыто. А вот это открыто. И вот он доходит
И что у нас происходит? Ну, оп. Redstone сигнал он дал. Он дал, вернее, забрал. И все двери наши захлопнулись. Теперь, когда он пройдет весь цикл, дойдет до этой красной отметочки, он нам даст redstone сигнал. И тут у нас он загорится, и двери откроются. То есть вам это может пригодиться для какой-то вашей системы, автоматизации, фермы, кому кто что делает. Вот такое вот, в общем-то, нехитрое приспособление, которое можете использовать в своих целях, как вам удобно. Также еще в этом выпуске рассмотрим вот эти вот генераторы, которые я использовал, котловые турбины. И на этом, пожалуй, мы закончим. Вот. Котловые турбины из себя представляют следующее. Она требует уровень от Oven до UHT. Oven у нас это уже, сейчас скажу точнее. Дайте мне блок пыли, чтобы я мог сказать, что такое Oven. Oven это у нас духовка. Да, кипение это у нас 100 градусов, а Oven это духовка. И вот, для того, чтобы она у нас работала, нужно, чтобы был тепловой уровень духовка и выше. Делается он из 6 слитков нержавеющей стали, теплообменника, шпинделя инструментальной стали и контейнера HBC. Для того, чтобы это все работало у вас, устройство, вам нужно поставить контейнер HBC рядом с ней. То есть он должен быть наполнен водой, как вы вот видите. Давайте его включим. Тут я буду использовать шведский факел. Он делается очень просто. Это просто темный дуб, ну, то есть любое дерево, и труд. Труд делается из палочки и пера. Можно использовать вместо пера хлопковый цветок, или же багасу или древесную пыль. На ваше усмотрение, если у вас есть растительная пыль или же трава. То есть вот трава, куст, и мы получаем труд. Из него мы можем сделать, соответственно, поджигатель. Он зажигает всего один предмет. Действует как, скажем так, как зажигалка, как огниво. Или же можем сделать шведский факел. Шведский факел, он дает тепловой уровень Oven. И, соответственно, он работает так же, вот как у нас держатель огня. Вот она, подставка. Подставка для огня. Делается она чуть-чуть подороже. 3 алюминиевых слитка или 3 железных. И бревно. Но если смотреть со стороны эстетичности, то я бы выбрал, конечно же, подставку для огня. Если же смотреть со стороны экономии, то взял бы шведский факел. Зажигаем его. Вот она, наша турбина. Сейчас она у нас начинает прогреваться постепенно. И сейчас она будет выдавать нам вращающий момент. Вот она. Начинает вращаться, крутиться. Есть также вот этот же генератор. Можете использовать без шведского факела, если у вас есть в распоряжении магма. Давайте его включим. Сейчас он у нас прогревается, включается. Давайте возьмем контроллер момента. И возьмем какие-нибудь попроще вот эти вот самые вращающие элементы. Да, вот как видите, дала она redstone сигнал, и все двери открылись. Сейчас она его забирает, и все закрылось. Вот так вот. Давайте здесь заменим и посмотрим. И вот здесь поставим 0. Теперь вот. Скорость вращения 8. Скорость вращения 8. То есть нет особого смысла делать шведский факел, вот эти все сложные махинации. Проще пойти в Незер и взять магмы, так как она будет выдавать идентичную скорость вращения. Далее мы рассмотрим этот же самый котел, но уже немножко иначе. Здесь мы поставим, к примеру, горелку. Вот она стоит, топливная горелка. Она у нас дает температуру UHT. И давайте ее включим. И посмотрим, что она нам даст. А почему ты не хочешь включаться? У тебя масла нет. Понятно. Куда-то твое масло делось. Нехорошо получилось. Давайте ее так поставим контейнер. И где-то у меня здесь был краник обратный. Воткнем сюда обратный краник. И все у нас заработает. Вот. Включилось.
И посмотрим его крутящий момент. Давайте развернем к нам лицом. Вот так вот. И поставим вот сюда. А что ты не хочешь? А, понял. Здесь воды нету, поэтому он не хочет работать. Здесь у нас вода содержится. И здесь мы ставим воду, соответственно. И вот пошло у нас вращение. Все у нас заработало. И выдает он 32. 32 скорости вращения при температуре UHT. Вот так вот это все работает. Давайте возьмем топливную печь. Подсоединим ее аналогичным образом. Здесь мы поставим топливо. А здесь мы поставим, соответственно, наш краник. Дайте мне краник, верните его. Мне нужен краник. Вот он. И ставим его сюда. В другую сторону надо, чтобы он смотрел. Вот так вот. Кликаем правой кнопкой мыши. Все. Он включился. И, соответственно, это убрать. Это сюда. И здесь мы ставим нашу емкость с водой. Вот так вот мы все выставляем. Посмотрим крутящий момент. 32. То есть можно ставить как топливную печь. Можно ставить также как и обычную горелку. Давайте сейчас отключу ее. Так вот, 32. Да, значит, топливная горелка на нее никак не влияла. Значит, она выдавала температуру UHT только вверх. В отличие от... А это тоже, да, это тоже вверх выдает. Поэтому нет никакой разницы, что вы будете использовать. Топливную горелку или же обычную топливную печь. Потому что топливная горелка у нас делается посложнее. Контейнер ABC, огниво, шпиндель из инструментальной стали и, соответственно, 4 слитка из нержавеющей стали. Или же обыкновенная топливная печь, которая делается из 6 стальных слитков, ведра, печки и огнива. Поэтому, если выбирать из них двух, то лучше всего будет выбирать вот эту печь, так как она будет дешевле в производстве, в создании. Ну что ж, на этом можно у нас и завершить наш выпуск. Вот такой вот у нас мини-обзорчик получился по сравнению с предыдущими. Ну и под конец разберу все-таки краник с бесконечной водой. Давайте посмотрим, что он может. Можно его изменить, его внешность. Посмотрим, как он будет выглядеть у нас. Вот оно. Приспособление для изменения внешности. О, как. А как на тебя навестись? Вот так вот. Давайте кину зелье. Душ даже можно. И давайте его, пожалуй, включим. Посмотрим, что он может. А может он следующее. Давать нам воду, как вот видите. Также, насколько я помню, если не ошибаюсь, этот краник можно использовать и немножко в других по-другому. Так, нет, нет. Вот. Можете его использовать как душ. Вот. Он дает нам воду, как вы вот видите. Но если вкупе использовать жидкостной воронкой, она будет собирать на эту самую воду. Так что, если кто-то хочет сделать себе ванну, он может себе организовать вот такую вот душевую небольшую себе. Где Стив, или как у него персонаж называется, как он там его называет, считает, может вот так вот его купать своеобразно. Ну что ж, на этом и завершим наш выпуск. Выпуск продолжения автоматизации и рассмотрения воронок. В следующем выпуске мы коснемся таких тем, как химический реактор, морозильник поближе и, соответственно, как это все у нас работает. Потому как я уже рассматривал в микробах этот холодильник, но я не рассматривал реактор. Потому как в следующем выпуске мы рассмотрим поближе уже реактор и, соответственно, рассмотрим новые виды транспорта, что у нас имеются здесь. Ну что ж, всем спасибо и счастливо. До следующего выпуска. И да, извиняюсь за ляпы. Всем пока.